Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о звуке. И я вам расскажу, как вот из такого звука сделать вот такой. Не будем тянуть время, давайте начнем. Я на сегодня подготовил две записи, которые были сделаны на встроенный микрофон в моем телефоне. Сделал я это на улице, там, где было достаточно шумно. Давайте для начала их просто прослушаем и посмотрим, с чем мы будем работать. Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. И вторая запись. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Ну и давайте начнем с первой. Находим в эффектах в папке Audio Fix Noise Reduction и перетягиваем его на аудиофайл. Пользоваться Noise Reduction можно как на вкладке Edit, так и на вкладке Fairlight. На вкладке Fairlight я чуть позже покажу, как его применять, а интерфейс и все настройки абсолютно одинаковые. И у Noise Reduction есть два режима работы: автоматический и ручной. Давайте начнем с автоматического. Просто выбираем Auto Speech Mode. Смотрим, чтобы у нас здесь все было включено. По умолчанию так и должно быть. И проиграем файлик и послушаем, что получается. Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. А теперь для сравнения давайте его выключим и послушаем, что у нас есть без обработки. Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. Ну что ж, однозначно я могу сказать то, что в моменты паузы, где нету голоса, шум слышно гораздо меньше. Теперь давайте немного расскажу про ручной режим. Работает он тоже очень просто. Для этого переключаемся в ручной режим, и у нас становится доступна кнопка Learn. Эта кнопка говорит DaVinci о том, что сейчас идет изучение какого-то фрагмента. Этим фрагментом должен быть часть аудиофайла, в котором нету голоса, а есть только фоновые шумы. Именно для этого в самом начале обоих файликов я молчал и записывал только звуки окружения. Давайте включим Learn и проиграем этот файлик несколько раз до того момента, где начинаются мои слова. Теперь отключаем обучение и давайте просто проиграем, что у нас получилось. Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. И теперь еще раз без шумоподавления. Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. Ну что ж, мне кажется, что очевидно, что при включенном подавлении шума звучит гораздо лучше. Да, не идеально, но, тем не менее, гораздо лучше. Теперь давайте поработаем немного со вторым файликом. Закроем здесь Noise Reduction, и вот так он звучит без какой-либо обработки вообще. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. И тут смотрите, какое есть ключевое отличие. Здесь голос не намного громче фонового шума. К сожалению, так бывает при записи, особенно в полевых условиях. Поэтому для того, чтобы усилить для начала, мне нужно выровнять пики и приблизить их к той громкости, которая мне необходима. Для этого я обычно нажимаю правой кнопкой мыши, нажимаю Normalize Audio Levels. У меня здесь стоит минус 5 дБ, меня этот результат, как правило, устраивает. Вы здесь можете выставить то значение, которое вам нужно. Оно не должно быть высоким, я вам скажу. Где-то минус 10, минус 5 это вполне нормально. Хотя если вы знаете, для чего вам другие значения, естественно, вы можете использовать другие. И нажимаем Normalize. Как вы видите, дорожка усилилась, но вместе с голосом усилился, естественно, и шум. И теперь работать с ней станет, в целом сложнее. Смотрите, что у нас получается без обработки. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте.
Теперь давайте добавим Noise Reduction и попробуем послушать, что будет в автоматическом режиме. Включаем Auto Speech Mode и давайте послушаем. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Видите, в данном случае, даже когда я молчу, DaVinci не убрал фоновый шум. То есть здесь уже справиться гораздо сложнее. Видимо, DaVinci думает, что раз уж громкость такая высокая, то и бороться с ней не надо. Теперь давайте попробуем в мануальном режиме обучить фоновому шуму DaVinci. Отключаем обучение и давайте проиграем, что получается. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Стало немного лучше. Давайте сравним с тем, что было без обработки вообще. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Как будто бы даже голос немного приглушило, как по мне. И давайте еще раз с обработкой. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Из-за того, что голос попадает примерно в ту же громкость, что и шумы, DaVinci также обрезал и шум. Ну, скажем так, в каких-то реальных условиях вот эту дорожку можно было бы считать в принципе забракованной и не использовать ее. Ну, я бы, наверное, не использовал, а постарался бы переснять. Понятно, что иногда такой возможности нету, но что поделаешь. Итак, давайте я вам еще покажу, как можно по-другому воспользоваться Noise Reduction. Во-первых, можете открыть инспектор, и когда вы уже перетянули Noise Reduction на тот файл, который вы хотите им обрабатывать, у вас станет доступна вкладка Effects. В ней вы сможете увидеть Noise Reduction. Speech Mode — это автоматический режим, Learn Toggle — это тот самый Learn. Noise Only. Включив эту галочку, вы сможете услышать только шум, который DaVinci определил. Ну и остальные настройки, которые в целом дублируют интерфейс Noise Reduction. Ну и, в общем-то, в случае с Noise Reduction я как-то никогда эти настройки не трогал, оставляю по умолчанию этого. Зачастую вполне достаточно. Что касается вкладки Fairlight, давайте перейдем, я покажу, как можно Noise Reduction воспользоваться здесь. Во-первых, точно так же его можно перетянуть из эффектов на необходимый файлик, эффекты открываются здесь. Но кроме этого, Noise Reduction можно также использовать для всей дорожки. Смотрите, у нас в данном случае оба файлика находятся на аудио 1 дорожке. И здесь, смотрите, вот у нас микшер, Effects, нажимаете плюсик, Restoration, Noise Reduction. И когда вы его добавите, вы увидите, в принципе, тот же самый интерфейс. Единственное отличие, как я уже сказал, он будет использоваться ко всей дорожке. Если вы его, допустим, закрыли, то чтобы его открыть, вот здесь есть такая кнопочка. Если вы его хотите отключить, то нажимаете на красную кнопку, и он просто будет временно отключен, если он вам не нужен. Ну и для обладателей платной версии DaVinci, DaVinci Studio, я думаю, вы слышали, существует Voice Isolation. Итак, смотрите, давайте безо всяких обработок я взял те же самые файлики и просто здесь включим Voice Isolation. Что у нас получится? Это тестовая запись на микрофон телефона в достаточно шумном месте. Как видите, шумов нету в принципе никаких. И не скажу, что это прям студийный звук, но звучит очень достойно. И давайте попробуем применить Voice Isolation для второго файла, который вообще можно считать гиблым. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Слышно очень плохо, да? Но слышно, что шумов нету. Давайте сделаем Normalize Audio Levels для того, чтобы голос был громче. И послушаем, как справится Voice Isolation с усиленными шумами. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте.
А теперь без Voice Isolation. Еще одна тестовая запись на микрофон телефона в шумном месте. Ну что ж, мне кажется, разница здесь абсолютно очевидна и в первом, и втором случае. Итак, какие же стоило бы сделать здесь выводы? Во-первых, конечно же, гораздо легче записать более или менее хорошо, нежели потом пытаться вытянуть какую-то совсем гиблую запись. Ну что ж, друзья, я надеюсь, этот выпуск был вам полезным. Вы узнали немного больше о шумоподавлении в DaVinci. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.